Вот оно. Простое видео. Эй, стоп! Кто тебе разрешал сюда войти? Забудь, что слышал. Это очень сложное видео. Пускайте заставку. Привет! Сегодня озвучивать буду я. Кто захочет себе такую же озвучку, то спускайтесь в описание. Там я оставил ссылку на себя. Сегодня я планирую сделать уже 4-е приложение в плейлист C# создание приложений. И это определенно пока что самая сложная программа из тех 3 уже созданных. Это приложение будет помогать тем, у кого медленная реакция, или просто тем, кто не умеет быстро пользоваться мышкой. Я планирую вскоре выпустить видео про это приложение, но чуть-чуть посложнее, а значит лучше. А пока усложнять не буду, будет все максимально легко для начинающих. Любое приложение начинается с запуска среды разработки. Создание проекта. Приложение Windows Forms. Далее. Имя. Успей нажать. Расположение. Рабочий стол. Создать. Цель игры – набрать очки, которые выдаются за быстрое нажатие на появившийся квадратик. В случае, если ты не успел, очки уменьшаются на единицу. Открываем код. Делаем переменную, в которую положим таймер для создания квадратиков. И чуть ниже в методе инициализации формы создадим этот таймер, который будет срабатывать каждые 800 миллисекунд. И будет вызывать метод tickCreate, в котором будет создаваться новый экземпляр мишени. И не стоит забывать о запуске этого таймера. Объект мишень, то есть квадратик, называться будет press, от слова press, которое переводится как нажать. Вот создали класс press. Что должно быть у мишени? Правильно, у каждого объекта мишень должны быть своя кнопка, по которой надо нажать, и свой таймер, который будет срабатывать, если ты не успел вовремя нажать. В конструкторе класса создаем объект. Задаем ширину на 100. Задаем высоту на 100. Задаем задний цвет на синий. Позицию для кнопок мишени пока зададим на координату 0,0. Теперь же поработаем над таймером, который будет удалять мишень с последующим уменьшением очков. Создаем таймер. Задаем интервал срабатываний на 800. Запуск таймера. Теперь же вспоминаем о том, что будет делаться при нажатии на кнопку или при истечении срока для таймера. Теперь надо подумать, а где хранить счет игры? Где хранить окно приложения? Да-да, поскольку у программы может быть несколько окон, то из класса мишени мы не сможем взаимодействовать с нашим окном. Например, созданную кнопку на мишени надо дать форме, чтобы та ее отрисовывала и сообщала ей о нажатиях на нее. Поэтому я предлагаю дать ссылку на главное окно и на счет статичному, то есть единственному классу General, который один на все приложение.
и поэтому к нему можно обращаться из любого места в коде. То есть этот класс будет посредником между объектом окно и объектами мишень. В инициализаторе формы прописываем в классе General ссылку на эту же форму. Еще раз повторю, класс General не может связаться с формой, а форма может связаться с General и указать, где она сейчас находится. Теперь же, когда любая мишень может получить доступ к главной форме, то следует при инициализации мишени кнопку «Добавить в список элементов форм». Теперь пока что просто убираем исключение и пробуем запустить. Все по плану. Давайте, чтобы не создавать каждый раз объект random, я создам его один раз в классе General, чтобы любая мишень могла спокойно взять из этого класса рандомные числа. И методом подбора пытаемся узнать правильный диапазон для координат мишени. Теперь надо поработать над методами. При событиях нажатия на кнопку или истечения времени. Что эти события делают общее? Правильно, оба события должны удалить мишень. Нажал на кнопку, мишень исчезла. Время истекло, мишень исчезла. Поэтому напишем в этих методах код, который удаляет кнопку B из элементов управления F. А также надо остановить таймер T. Что же еще должны делать события нажатия и неуспевания? Правильно, влиять на счет в игре. Делать это буду так. При событии я изменяю счет в игре. И второй строчкой выводим этот счет в название окна. И теперь следует протестировать код в действии. Я пытаюсь нажать на мишени, и счетчик увеличивается. Но чего-то не хватает. И да, не хватает подсказки. Успел я нажать или 800 миллисекунд уже прошло с момента появления мишени. Для этого я буду менять задний фон формы. Если я успел нажать на кнопку, то цвет зеленый. Если время уже прошло и я не нажал, то цвет меняется на красный. Вот видео подходит к концу. Я это видео делал долго, хотя планировал быстро. Все-таки трудно отказаться от качественных видео. Следующее видео не знаю, будет ли таким же по качествам, но будет оно где-то через 20 дней. Так что ждите, всем пока!